на лучшем канале про вязание по версии меня и моих подписчиков. Это канал Мира Ашут, здесь мы вяжем интересные необычные вещи. В этом видео мы будем вязать вот этот вот шедевр. Она выглядит просто отпадно круто. Вот эти все бомбончики, она такая очаровательная, она прям такая комфортная. Я точно оставлю эту сумку себе, я точно не стану ее продавать, она мне нравится на 100 из 100. Давай начинать. Что нам понадобится? Я вязала из хлопковой нитки. И я сейчас вам расскажу два варианта. Первый вариант, вот смотрите, вот эта пряжа, она очень такая нежная, мягкая, приятная. Она у меня уже закончилась, но вот как она выглядела, и в описании будет ссылка на Озон, где я ее покупала. Это хлопковый шнур, он диаметром 2 мм, тоненький, поэтому я его складывала в 3 нитки. В видео я вам покажу, то есть если вы закажете этот шнур, вам этой бобины хватит на сумку, и она будет такая же, как у меня. Она по ощущениям, знаете, какое-то молочко топленое, ну то есть она прям нежная, она как бархатная кожа такая. Это шнур, вот, который будет в описании, вот, который здесь, в 3 нитки. Дальше, синяя вот эта пряжа, это вот такая пряжа. У нее диаметр 3 мм, но есть одно но сейчас. Каким-то боком, и вот эта вот пряжа тоже 3 мм, но вы разницу в нитях вообще сейчас ощутите? Да? Как может быть и то по 3 мм, да, какие-то чудеса. Поэтому, конечно, в идеале все-таки покупать в магазине, но либо смотрите зрительно, чтобы вот эта, ну, толстая нитка должна в итоге получаться, вот она. В общем, из этой пряжи я делала синенькой. Если вы хотите делать один в один, как у меня, то вы покупаете такую пряжу, один моток, и один моток вот такой пряжи, она идет на сумку. Все. В чем теперь минус? Минус в следующем. Так как это натуральный хлопок, она у вас скатается. Пока я вязала, от этой белой уже на синенькие попали такие штучки, знаете, как катушки получились. Но я их, правда, пальцем вот убрала, не видно. Но в целом эта ткань будет скатываться. Быстро, не быстро, не знаю, но точно будет, я вас предупреждаю. Но по ощупь, на ощупь, знаете, это такая сумка хиппи. Это что-то такое кайфовое прям. Ну вот очень-очень-очень сильно приятное. И вот... Ну, короче, сейчас я просто вам расскажу про вторую пряжу. Я бы все равно вязала, даже несмотря на то, что она скатывается из этой, потому что тактильно, и вот по своей какой-то, по своему вайбу она очень приятная. Вот знаете, она уютная. И есть, короче, второй вариант. Это вот такой шнур, видите, у него другая текстура. У него текстура, как у шнурка для обуви. Примерно такая. Это шнур с сердечником, полиэфирный. Сердечник — это внутри нитка, он от этого, ну, как-то, короче, есть у них разница. У него диаметр 5 мм. Ну, то есть, в целом, оно так и выходит, понимаете, что 5 мм нужен шнур. То есть, в общем, если вы будете покупать какой-то другой шнур, вообще не такой, не такие, ориентируйтесь на диаметр 5 мм. Тогда у вас по мастер-классу выйдет сумка такого размера. Ну, плюс, может быть, какой-то децельный будет, минуса точно не будет. Ну, плюс, я имею в виду, может, чуть шире. Но в целом, я думаю, что 99,9 она выйдет один в один, как это. С диаметром шнура 5 мм. Видео это будет из этой пряжи, с которой я связала. Все буду рассказывать по ней, но не факт, что вы захотите именно такую. Поняли? Я просто не знаю, извините за то, что я 20 раз говорю одно и то же. Но так как... Ну, вот так. Короче, ориентируемся на шнур диаметра 5 мм. Вот его название. Я его покупала просто в магазине, вот по пути на дачу ехала, я не знаю. Магазин, если вы из Москвы, этот магазин называется Моточко, ФФ, 2 Ф на конце. Можете, я его тоже оставлю, этот магазин, в описании, если что, можете его там посмотреть. Эту я покупала на Озоне, синюю я покупала в Семеновской пряже. Но она тоже, я думаю, на Озоне будет. В общем, все поняли. Дальше. Это мы по пряже, да, поняли, что мы ориентируемся, либо вот такая вот 3 мм, но, опять же, понимаете, эти 3 мм почему-то такие же, как 5 мм здесь, да, вы видите толщину? Очень загадочная фигня. Ножницы. Ну, в идеале, конечно, 5 маркеров, но и с 3 мы справимся. 3 маркера. Крючок номер 8. Лучше, если у вас будет такой крючок, с одной стороны 8, с другой 7, но если у вас такого нет, не покупайте специально. Для всей сумки нужен крючок номер 8. 7 нужно, просто иногда бывают твердые места, знаете, чтобы легче было, да? Но в целом мы вяжем 8. И крючок номер 6. Этот крючок нам нужен будет, чтобы вывязывать наши вот эти пупырышки.
А, кстати, вот им, если что, можно подлезть. Опять же, если нет шестого, есть седьмой, вывязываете им. Можете купить один этот. На одной будет 8, на другой 7. Восьмой будете вязать сумку, седьмым будете пупырышки. Но, опять же, вот у меня пупырышки с шестым крючком, и они такого размера. Если у вас пупырышки будут седьмым крючком, то они будут больше. Вы часто вообще спрашиваете, можно ли менять крючок, можно ли менять еще что-то. Вот если я тут, допустим, все вяжу восьмым крючком, если вы возьмете девятый крючок, у вас сумка будет более рыхлая, дырки будут больше. Если вы возьмете седьмой крючок на саму сумку, она будет более стянутая и более меньше размера. То есть больше крючок, больше сумка, больше дырки, меньше крючок, меньше сумка, меньше дырки. Все. Вот на эти все сердцевинки, которые мало тратятся, видите, у меня от мотка еще осталось, моток был 63 метра. То есть сюда нужно мало, вот на эту часть нужно больше. Но вот такой моток, я думаю, вам точно хватит большой, 200 метров. Ну что, давайте начинать. И обязательно присылайте, что у вас получилось. Это так всегда интересно. Все. Go! Сейчас мы вяжем вот эту вот серединку. Берем наш моток. Делаем узел обычный. Просто обмотали, вытащили. Все, у нас получился узелок. Набираем 5 воздушных петель. Засовываем сюда крючок. И просто протаскиваем 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Протянули. Теперь нам нужно закрыть круг. У нас вот здесь получилось 5 косичек. Мы находим первую косичку, не узелок, а вот первая косичка. Засовываем в нее крючок. Вытаскиваем эту нитку оттуда и протягиваем ее вот в эту дырочку. Ну, вот в эту нашу петлю. Все, у нас закрылся круг. Сейчас мы можем все вот тут подтянуть. У нас получился, вот он, видите, кружочек. Сейчас мы будем все вязать вот в эту дырочку, в центральную. Здесь все затянули. Вот эту нитку кладем вдоль вязания. Мы сейчас ее вяжем, чтобы она нам не мешалась. Набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид. Провязываем через дырочку, которую я вам показывала. Вытаскиваем ниточку. Вот видите, у нас как бы здесь осталось 3 на крючке. Мы берем, провязываем сначала 2 петли. Потом еще раз берем, провязываем 2 следующие петли. А у нас вот это все вязание из таких сетов. По 2, видите, 2, потом промежуток, 2, промежуток. Так как мы тут набирали первые 3, у нас уже 2 получилось. Делаем промежуток. Это просто воздушная петля. Все, это промежуток. Теперь опять делаем сет из 2. Еще очень важный момент, чтобы вам хватило здесь места. Вот вы провязали, и прям рукой ее сразу вот сюда отодвигаете в этот бок. Накид в нашу сердцевинку. Вытащили эту нитку, чуть вытянули, да, видите, она у меня прям почти до конца вытянута. Через 2 первых, через 2 вторых. Так как у нас сет из 2, мы делаем вторую. Накид, сюда же, ниточку вытянули, через 2 первых, через 2 вторых. Вот вторую пару вы провязали, также все отодвигайте в эту сторону, потому что если не будете отодвигать, места может не хватить. Делаем промежуточную петлю и еще опять 2 столбика. Сейчас еще раз вместе сделаем, потом вам скажу, сколько самим делать. Накид в середину, вытащили нитку, подлиннее, вот видите, длиннее вытаскиваем. 1, накид, вытащили, 2. У нас получилось с вами сейчас вот первые 2 промежуток, вторые промежуток, третьи, вот промежуток. И опять делаем. Всего у нас с вами должно получиться 8 таких. 1, 2, 3. Не 8 столбиков, а 8 пар. Давайте делаем 8 и закрываем круг. Вот мы провязали 8. Первые 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и вот 8, да, 2 последние. Мы также в конце делаем 1 воздушную петлю, потому что у нас везде между ними они есть. Теперь смотрите, вот наши 2 первых столбика, и сверху между ними есть вот эта вот косичка. Она
Вот первый столбик, вот второй, и вот эта коса, которая как бы их соединяет. Мы здесь проводим, только не в большую вот в эту дырочку, а в косичку. Видите, одна остается снизу, а две ее галочки сверху. В косичку засовываем, вытаскиваем петлю, вытаскиваем вот сюда, и мы закрываем круг. Отрезаем нитку, отрезаем ее не длинную. Ну, то есть так, чтобы мы могли ее завязать, но не длинную, потому что нам ее нужно экономить. Отрезали, вытащили. Можно было бы и покороче. Здесь я просто просовываю. Вы можете ее расщемить, ну, на несколько, да, этих. Боже мой, что у меня с русским языком? Можете, короче, ее вот так вот взять и завязать узелки. Ну, вы поняли, короче. Можно, как я, сделать. Все, завязали узел. Вот это вот потом ниточки снизу тоже мы подрежем, которые у нас были. Завязали узелок. Берем наш моток большой, следующий. Эта нитка нам пока не нужна. Как мы будем брать отсюда нитку? Я вяжу в 3 нитки, потому что она намного тоньше этой. Сейчас покажу, как это выглядит. Сейчас покажу на маленьком примере, но вы сделаете это чуть побольше. Берете нитку, вот так вот сгинаете серединку. Вот у вас получилась вот такая история. А потом берете эту длинную нитку и просовываете. Короче, каждый раз вот вяжете, вяжете, вяжете. Видите, что все, у вас заканчивается тройная. И вы в этот кончик берете, просовываете нитку, и у вас опять получается тройная. Вы опять вяжете, 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 вяжете тройной. У вас опять остался маленький кончик. Вы взяли в него, вытащили нитку, и у вас опять тройная. Но только вы это делаете не такими маленькими шажками, которые я вам показала, а ну прям вообще большими. Взяли такие, отмотали, 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 отмотали. И начали. Итак, что мы делаем в начале? Вот наши 2 столбика, между ними мы завязали узел. Как бы здесь мы закончили. Мы начинаем вот отсюда вязать. Мы берем, просовываем сюда крючок в большую дырку, вытаскиваем нашу ниточку. Вот так вот. Вот эту нитку мы кладем сюда, чтобы ее зафиксировать вдоль вязания. Протаскиваем 1. Очень туго сделала. 2, 3. Этот кончик мы вот сюда положили. Беленький кончик мы кладем в другую сторону. Будем ввязывать его вот здесь вот. Теперь нам надо сюда, в эту дырочку, провязать 3 раза. Мы делаем накид. Никаких пробелов между ними не делаем. Сейчас подвину. Белый кончик лежит сверху. Мы его ввязываем туда, чтобы он закрепился. Это 2 у нас. И накид. Это 3 у нас. Теперь между каждыми вот этими двойными столбиками, между ними мы ничего не вяжем. Вот у нас 2 столбика мы тут провязали, потом 2 столбика мы их пропускаем. Чтобы их пропустить, мы делаем 1 воздушную петлю над ними. Вот следующая у нас дырочка. Мы туда провязываем также 3 столбика с накидом. 1, накид, 2. Вот я вижу, что у меня... Ой, сейчас... Вот я вижу, что у меня заканчивается, видите, я беру и вот так вот очень много делаю. Так, это у нас вот 2. И туда же делаем 3 накид. 3. Теперь дальше вот у нас 2 столбика здесь. Мы тут делаем 1 воздушную петлю над ними. Их пропускаем. Вот следующая дырочка наша. И мы провязываем туда 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Также у нас 2 столбика. Мы делаем 1 воздушную над ними, чтобы их пропустить. И провязываем после них 3 столбика с накидом. Все это повторяем до конца. Вот здесь провяжем и встретимся, закроем вместе этот круг. Вот здесь, когда будете последнюю провязывать, можете ваш кончик положить также вот сюда вот и ввязать его. Потом отрежете лишнее, чтобы получше его закрепить.
Ну, а можно потом крючком его закрепить, это не столь важно. Давайте довяжем, закроем этот круг уже. Довязали, делаем также одну воздушную петлю, да, потому что у нас между ними она всегда есть. Вот наш первый столбик идет, вот верхняя косичка, которая как будто уже крепится к косичке от второго столбика, ну вот она верхушечка. У нее также есть три полоски, две верхние и одна нижняя дно. Нам нужно, вот тут вот как раз удобнее развернуть семерочкой, она потоньше. Нам нужно просунуть сверху, вытащить ниточку оттуда. Вытащили и просунуть ниточку вот сюда. Все. Ой, кончик остался длинный, это плохо. Лучше, конечно, чтобы вот так вот не было, потому что вот это сейчас отрежем и выкинем. Это нехорошо, ну ладно. Отрезали. Здесь все так же вытащили. Вот тут вот завязали. Ну, тут как раз, видите, он уже разделен. Две ниточки сюда, одна там. Завязали. И вот это все можно обрезать уже. Можно обрезать, а можно чуть-чуть крючком спрятать вот сюда, вот, чтобы потуже было, и там обрезать. Как хотите. Это у нас изнанка. Так, берем синюю опять. Смотрите, сейчас у нас круг, но мы из этого круга будем делать такой как бы квадратик сейчас. У нас вот будет 4 угла. Раз угол, 2 угол, 3 угла и 4 угла. Между каждым из углов будут еще вот такие дырочки просто. Ну, это я вам примерно показала, чтобы вы зафиксировали, что будет 4 угла. А сейчас уже более точно все делаем. Итак, вот у нас первый угол. Вот наша, вот тут мы завязали, вот эта дырочка, это первый угол. Здесь у нас есть две косички. Раз косичка и два косичка. Вот тут тоже пригодится 7-я сторона, потому что вот эти косички на углах именно, они очень тонкие. В первую косичку от угла, вот первая, вот точнее вторая, во вторую косичку от угла, которая, ну, над столбиком получается. Засовываем крючок. Вытаскиваем эту нитку. Тут туго, да, вот именно те, которые в углах, они прям туго идут. Эту белую кладем в эту сторону, чтобы ввязать ее. Подняли. Теперь берем туда же, в то же самое место, куда мы сейчас высунули, опять просовываем. Вытаскиваем. И провязываем без накида уже просто. Провязали, все. Все это дело затянули. Ой, подождите, нам нужно было сейчас. Мы кладем синенькую ниточку сюда, вдоль этого вязания. Просовываем, туда же вытаскиваем. Все как и было. И вот так. Дальше, вот наша следующая косичка, которая идет. Вот эта палочка, вот над ней косичка. Тоже тугая, потому что там узелок рядом. Вот узел мы пропускаем, косичку находим. Короче, вот здесь вот над этой палочкой косичка. Тоже будет туго заходить. Дальше будет посвободнее. Сейчас, да, будет чуть-чуть поднапряжно. Засунули. Это у нас также лежит вдоль вязания, чтобы мы ее закрыли. Вытаскиваем нитку. Все, дальше будет уже посвободнее. Вытащили. Сейчас. Вытащили. Берем, провязываем. Все, дальше вот у нас, видите, идут сверху вот эти все косички. Вот верхушка, идут косички. Мы вяжем вдоль косичек, но не до конца. Сейчас покажу до сколько. Вот следующая косичка. Засунули. Уже легко вытащили. Надо развернуть обратно на 8. Следующая косичка. Засунули. Вытащили. И вот так.
Вот тут опять, видите, вот на этих штучках там удобно провязывать, вот здесь вот не очень. Но запомните, мы сейчас будем делать углы, смотрите. Вот наш был первый угол, но мы его пока не сформировали, он в конце круга сформируется. Вот эту дырочку следующую, мы ее пропускаем, то есть мы вяжем просто обычно. Вот косичка, вот косичка. Угол тут не формируем, потому что это серединка. На этих местах они всегда тугие. Так, и вот следующая косичка. Так, теперь вяжем вот эти вот. Раз. Два. А теперь смотрите. Вот у нас начинается угол. Вот у нас вот эта штучка, между ними две косички, да, и здесь мы будем формировать угол, когда у нас вот эти две. Как он формируется? Мы вяжем в первую косичку, как и вязали. Провязали. Теперь мы набираем 2 воздушные петли. 1, 2. И вяжем в следующую вот эту косичку от угла. Из-за того, что мы набрали воздушные петли, у нас сформировался угол вот здесь вот. То есть не круг теперь стал, а квадрат. То есть вот эти 2 воздушные петли мы будем делать в этом углу, в этом углу, в этом углу, и потом здесь делаем. Все, теперь вяжем до следующего угла. Также в каждую косичку. Просто раз. Раз. Тут опять тяжело, потому что вот это место стыка. Если что, разворачивайте, берите 7, она лучше зайдет. Либо какой-то другой крючок поменьше. Поняли? Мы не просто в дырку вяжем, а именно под косичку. У нас снизу всегда остается... Ой, снизу всегда... Вот тут уже лучше видно сейчас. Видите? 2 сверху, 1 снизу. Вот мы прям под косичку. Теперь разворачиваем обратно. Следующее. Скоро уже будем формировать угол. Раз. Раз. То есть вы поняли, вот здесь угол, да, напротив этой дырочки. Следующую дырочку пропустили. Напротив этой дырочки опять угол. Вот эта дырочка. Вот раз, два от нее. Видите, дырка, раз, два. Тут, значит, между ними формируется угол. В первую делаем. Сейчас. Сделали. Провязали. Набираем 2 воздушные петли. 1, 2. И в соседнюю. Провязали. Все, у нас получился еще один угол. Теперь, да, мы вяжем вот эту, пропускаем дырочку. Вот здесь формируем следующий угол. Вот эту дырочку мы вяжем просто, да, это наша середина. И вот здесь мы формируем опять угол. Вот наши 2 эти. Заводим в первую. Вытаскиваем. Провязываем 2 воздушные. Раз, два. И вяжем вторую. Все. Теперь вяжем до сюда и сделаем вот этот вот наш угол, с которого мы начинали. Также сейчас покажу. У нас там кончик белый, его надо тоже будет положить и вот тут вот ввязать в эти. Давайте эти провяжем.
Кладем сюда белый кончик, ну, на изнанке там оставляем. И ввязываем. Так, чтобы у нас ничего не перетянулось. Так. Так, вот у нас тут последняя косичка. Правда, кончик все перекрыл, но она там есть. Вытаскиваем. Провязываем. Делаем 2 воздушных. 1, 2. И закрываем. Смотрите, нам нужна косичка здесь, которая, вот видите, сверху косички. Первая косичка сверху, не бок вот этот вот, а первая верхняя косичка. Мы в нее засовываем. Вот она. Вытаскиваем. И вот так. Мы закрыли первый круг. Теперь нам нужно будет провязать второй круг. Второй круг будет вязаться уже намного проще. Там не надо будет так туго ничего всовывать. Мы начинаем второй круг. Делаем подъем. Теперь в это место, откуда у нас вот это все выходит, видите? Ну вот это вот идет полосочка, она прям идет вот отсюда. Вся. В это место мы провязываем. Заводим туда крючок. Вытаскиваем. Все, это у нас первая косичка второго ряда. Теперь мы делаем до угла, вот до сюда. Вот у нас осталось последнее перед углом. Довязали. Вот у нас угол, также состоящий из 2 косичек. 1 косичка и 2 косичка. Мы провязываем в эту косичку, в крайнюю, которая уже вот здесь вот такая тугая, прям она, ну прям чувствуется, что она другая. Провязали. Делаете 1 воздушную петлю. И провязываем следующую вот эту вот, надо даже поменьше. То есть не от столбика косичка, а она прям перед ним вот здесь вот идет. Провязали. Все, дальше делаем до следующего угла под каждую косичку. Сейчас еще один угол покажу и уже закончим этот ряд самостоятельно. Вот видите, последний столбик наш, да, мы тут провязываем. И уже над столбиком получается, ну вот здесь, с его левой стороной, и здесь у нас уже угол. Засовываем в косичку. Они прям чувствуются, эти углы, это прям тугая такая коса сразу. Засунули, провязали. Так. Делаем 1 воздушную петлю и вот сюда вот в нашу косичку провязали. Все, делаем до конца вот до этого угла. Здесь также формируем угол. И вот здесь вот, где мы начинали ряд, встретимся и вместе закончим второй круг. Смотрите, вот где мы заканчиваем. У нас вот эта вот петля последняя здесь, наш столбик, мы ее правую сторону провязали, а вот и косичка левая. Это последнее, что мы провязываем. Это мы не провязываем. Мы засовываем сюда, вытаскиваем, провязываем, делаем 1 воздушную и соединяем. Вот видите, здесь идут косички сверху. Не боковые косички, а именно верхушки. Мы засовываем под верхнюю косичку, вытаскиваем
и вытаскиваем. И теперь мы вяжем с вами последний, третий круг. Точно так же, как делали предыдущий. Мы набираем сюда одну воздушную. Отсюда все это дело выходит. Мы провязываем. Вяжем до кончика. Давайте, ладно, вместе. Если вдруг вы путаетесь, где начало ряда, вы сейчас вот провязали, когда первую петлю, можете сюда маркер одеть, чтобы не терять ее. Вот видите, вот наша петля, вот наша петля, и вот косичка. То есть вот как бы идет столбик, над ним столбик, значит вот этот уже столбик, вот тут мы провязали, да, и вот левая его часть, это уже бок. Мы заводим. В левую часть. Вытаскиваем. Вытаскиваем. Я переворачиваю каждый раз все равно на восьмерку, чтобы широкие петли получались, а не узкие. Провязываем. Делаем одну воздушную. И вот наша следующая косичка. Раз, а тут уже нормально. Все, теперь по такой же аналогии мы провязываем здесь, делаем вот тут вот угол и довязываем, ну, до конца. Здесь там в конце встретимся, вместе закроем с вами этот круг. Еще раз, где мы заканчиваем? Вот наши последние столбики, видите? Вот он, вот он. У него есть две косички, правая и левая. Правую мы просто провязываем. Левая косичка — это наша последняя. Провязываем, одна воздушная. И закрываем. Также вот наши косички, это верхушка. За что у нас держится тут накид, этот бок мы не трогаем. Вот наша верхняя косичка. В нее раз, сюда, сюда. Эту нитку я уже отрезала. Вот у меня клубок еще остался. Просто я перевязывала. Ну, вы отрезаете нитку, вытаскиваете ее, завязываете. Давайте покажу, как завязывать финальный узел. Вы разделили ее на несколько частей. И теперь, чтобы вот так вот не перекрывать, нам понадобятся вот эти косички. Вы берете и, допустим, ну вот видите, вот столбик, да, вот тут у вас. С одной его стороны вытаскиваете в эту сторону, а с другой стороны вытаскиваете в эту сторону. Стягиваете, все, и все косички у вас остались на месте. И здесь уже завязываете на изнанке узел. Он не заметен. И потом берете и вдоль вязания по-всякому запрятываете эти ниточки. В общем, вот так, потом еще как-то, и кончик обрезаете. Все, главное, чтобы здесь косички все остались, чтобы мы могли потом пришивать ручку. Дальше нужно связать второй такой же квадратик. Их потом можно отпарить. Утюгом нельзя ставить, потому что будут дыры, а просто паром обдать, чтобы он форму лучше принял. Вяжем второй квадрат, встречаемся и делаем уже с вами ручку, дно и пупырышки. Начинаем вязать ручку. Делаем также с вами 3 ниточки, как я вам показывала, да? Воздушная петля. Но если вдруг у вас другая пряжа толстая, изначально 3 миллиметра, как вот эта синяя была, то вы понимаете, да, 3 ниточки не надо делать. Это я имею в виду, если вы вяжете из этой пряжи. Набираем 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вы набрали 5 воздушных петель, набираем еще одну, это наш бок будет. Набрали, вот эта вот петля, вот эта косичка,
То, что на крючке, это не петля, это не считается. Вот косички. Тут у нас 6 косичек. Шестая вот эта вот косичка последняя, это наш бок, мы в нее не вяжем. Мы вяжем вот в эту. Но если вы уже вязали сумки, вы знаете, просто косичку засовываете, вытаскиваете через 2. Это 1. Следующая косичка засовываете, вытаскиваете. 2. 3. В каждом ряду будет ровно 5, если вы набрали 5 воздушных, ну, не считая шестого бока. 4. И последняя, вот она. Да что ж это такое? 5. Провязали. Дальше, чтобы перейти на следующий ряд, мы делаем одну воздушную петлю. Все, мы перешли на следующий ряд, разворачиваемся и вяжем вот сюда, вот видите, косички и дырочки здесь. Также у нас будет ровно 5 в каждом ряду, ничего меняться не должно. 1, 2, 3, 4, 5. Помним, да, что если у нас заканчивается, мы раз и вытягиваем. Ой, извиняюсь. Все, провязали. Делаем одну воздушную. Разворачиваем и вяжем следующий ряд. И все, мы вяжем так. У вас в каждом ряду должно получаться одно и то же количество. Вывязывайте ту длину ручки, которая вам нужна. У вас ручка будет идти вот так вот, начинаться с дна, то есть все дно, бок, верхушка, сколько у вас там будет сверху, да, и вот так вот, то есть меряйте ее с дна сумки. Вывязываем нужную длину, я потом скажу, сколько у меня рядов, и я покажу вам сейчас в следующем включении, как считать ряды. Здесь пока, хотя, может, сейчас довяжу этот ряд, будет видно. Короче, смотрите. Вот видите, здесь пупырышко. Пупырышко — это не ряд. А над ней это ряд, галочка, и это ряд. Вот получается раз ряд, 2 ряд, 3 ряд. На обратной стороне другой рисунок. Вот пупырышко, перекладинка такая, это не ряд. Вот ряд, 1, 2, это не ряд. И вот 3 ряда. То есть тут, ну, 3 ряда мы провязали. Удобнее смотреть, знаете как? Сейчас провяжу еще ряд. Но это для тех, кто впервые вяжет и не понимает. Вот, видите, ячейки прям такие получились. Раз ячейка, 2 ячейка. То есть галочка, галочка, между ней перекладинка. Галочка, галочка. Ну, тут, конечно, из-за низа не очень видно. Между ней перекладинка. В одной такой ячейке 2 ряда. Раз, 2, 4 ряда получается. Все. Давайте вывязываем. И как вывяжем, встретимся, будем пришивать. Я закончила ручку, у меня вышло ровно 51 такая ячейка. Давайте закроем эту ручку. Что важно, ее надо разложить так, чтобы она закрылась у нас, ну вот не вот так вот, да, а вся ровненько, аккуратненько. Вот наша ручка-ручка. И вот так она должна у нас по итогу потом быть. Значит, что мы делаем? Мы засовываем сюда крючок. Вот у нас здесь 5 косичек. Раз, два, три, четыре, 5. Под первую косичку вот сюда мы засовываем крючок. Находим здесь 5 косичек. Раз, два, три, четыре, 5. Вот дырочки. И сюда под первую дырочку засунули. Вытащили тут ниточку, вытащили тут ниточку. Разворачиваем. Нам так удобнее будет. И провязываем эту нитку. Провязали. Дальше. Следующие косички. Здесь. И вот здесь. Вытащили через 2. Провязали. Вяжем не очень туго. Следующее. В общем, ровно 5 раз у нас должно получиться.
так. И вот сюда вытаскиваем ее все. Сейчас тут кончик лишний обрежем. Обрезали. Вот так мы сейчас это завяжем, просто пока можно вот так разложить. Это у нас будет изнанка, вот у нас лицевая часть, но это будет на дне сумки. Этого, ну, особо-то видно и не будет. Теперь завязывайте, ну вот еще можно больше ее развернуть. Теперь завязываете здесь узелок аккуратно, вот эту ниточку прячете, как я вам показывала, продеваете вот здесь вот и отрезаете, потом эту также. Все, и пришиваем сумку. Смотрите, сейчас мы будем сшивать нашу сумку с ручкой. Для этого пряжу, которая у вас осталась, вам нужно всю размотать. Да, это немножко геморройная история, но если у вас другая пряжа, то вы вяжете ей. Просто мне нитка нужна чуть потоньше, чем она есть сейчас, но не такая тонкая. В общем, мне надо вязать в 2 нитки. Поэтому сейчас все вот это я размотаю, найду вот тут кончик, возьму 2 вместе ниточки и буду связывать в 2 нитки. Вам нужно сделать то же самое. Конечно, можно его как-то найти вот так вот, вытащить, но я не думаю, что нам так повезет. Можно попробовать его как-то выдернуть с середины. Ну, в общем, разматываю все это и в 2 нитки вяжу. Главное так размотать, чтобы оно потом не спуталось. Смотрите, вам нужно найти крайние вот здесь ваши косички, где вы хотите, чтобы у вас сумка была пришита сверху. И у меня получается от этого маркера вот до сюда, вот до этой косички 17. И от этой косички до этого маркера ровно 17. Вот эта вот петля одета на 18, то есть как бы вот саму эту косичку я не считаю. Отсюда 17, опять эту не считаю, и отсюда 17. А вот это место среднее, оно у нас будет сшиваться. Покажу. Вот у нас, где здесь шов, вот на этой косичке будет этот шов. То есть получается, смотрите, вот мы тут сшивали, видите? Вот эта дырочка и вот эта дырочка. Они будут с косичкой с этого края, потом эту пропускаем, и вот эта дырочка с косичкой с этого края. То есть это первое. Поняли, да? Первое и первое. Теперь смотрите, мы начинаем сшивать отсюда. У нас здесь ровно 17 дырочек. Значит, вам нужно найти на этой ручке вот эта дырочка первая, где мы сшивали, да? Вот она первая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот это 17-я дырочка. Вот 17-я дырочка наша здесь. Вы берете, засовываете тут крючок, засовываете тут крючок. Сейчас ниточка. Вот. Берете ниточку и сшиваете, протаскиваете ее вот сюда и вот так вот. Это потом завяжем. Дальше находите следующую косичку, просовываете в нее и в следующую дырочку сюда. Вытащили, провязали. Дырочки у вас идут, видите, дырочка на пупырышке, на впадинке, на пупырышке, на впадинке. Вот они прям чередуются. Должно быть ровно 17 вот до места, где мы сшивали, вот до сюда. Это 17-я должна быть. Сюда засунули, туго все вытащили. И вот сюда. Ну, не прям, знаете, так туго, что у вас нитка рвется, но и не расслабленно. Вы понимаете, да, что вы сшиваете сумку. Не так, чтобы у вас там, не знаю, расческа вывалилась. Или что вы там будете носить. Все, давайте сшиваем и ближе к дну встретимся. Мы дошли до нашего шва. Видите, вот здесь, да, где мы сшивали, она заходит сюда. И вот у меня тут осталось последнее. Все верно, мы их соединяем. Соединили. Дальше. Вот наш маркер, вот наше сшивание. Мы сюда заводим крючок. И заводим крючок вот сюда, вот в середину нашего сшивания. То есть и не вот в эту дырочку, и не вот в эту дырочку, а просто в середину, где мы сшивали. Вот этот бугорок надо, чтобы он остался там внутри, прям развернуть его туда, чтобы он не вылезал наружу. Все, сшили. И дальше вот у нас косички сюда. И вот смотрим, куда она входила, наш шов.
Где он у нас вообще? Вот сюда вот наш шов входит. Главное так делаем, чтобы бугорок не вылез. Прям тут хорошо плотно его фиксируем. Затягиваем, чтобы он остался внутри сумки и не вылезал тут снизу. Все, и теперь также спокойно тут дырочка, тут следующая дырочка. Поднимаемся до маркера. Давайте довяжем до маркера и встретимся, я скажу, что делаем дальше. Хотела сказать один важный момент. Вы начинаете сшивать именно той стороной, кладите, как я вам показала, вот с этого бока, чтобы у вас шов сшивания шел, видите, он у меня идет сюда, наружу, в этой стороне. Если положите как-то иначе, то у вас здесь будет шов идти, и тогда у вас пупырышки не получится правильно. То есть ровно прям кладите так, как я показывала. Так, мы довязали. Отрезаем нитку. Помним, что мы длинные нитки не режем, мы экономим. Отрезали. Сейчас. Вытащили и фиксируете эти нитки. Смотрите, вот как так зафиксировать, чтобы эта косичка не сбилась. Вот так вот надо ее наверх. Значит, вот так вот ее переносите. И там внутри, ну, продеваете, допустим, не знаю. Но я думаю, что в целом вы же сами можете завязать, да? Не нужно на это тратить время. Вот сюда. Потом тут завязываете узел, и тогда косичка идет ровно. Также смотрите на второй стороне, как вам надо сделать. Вот она идет тут непонятно как. Значит, возможно, ее надо вообще продеть в косичку, либо отсюда вытащить, да, изнутри, и продеть в косичку, вернуть обратно. В общем, смотрите, это просто завязки. Давайте сейчас я завязываю и начинаем вторую сторону вывязывать. На втором квадратике делаете то же самое. Находите середину, от нее ваше количество, ну, у вас может выйти, как у меня, 17, может выйти 18. В вязании, правда, каждый раз вот вяжете по одной и той же схеме, а происходят какие-то чудеса. Разворачиваете, пришиваем. Смотрите, начинать мы будем сейчас вот с этой стороны. У вас также лежит, и вы вот так вот идете. Что важно? Вы смотрите, где у вас вот здесь вот начало. У меня начало, видите, вот от этой линии. Значит, мне не нужно тут 17 высчитывать, у меня должно начаться ровно вот отсюда. Вот. Вот, вот. Все, беру нитку и вот так вот сшиваю. Середину вы помните, как мы прошиваем, да, вы видели. Доводим до конца, завязываем ниточки. Вот я завязала и спрятала тут вдоль вязания, я вам все это показывала. Давайте сшиваем вторую часть и начинаем делать наши бомбоны. Вот первая косичка. Вы заводите сюда крючок, вытаскиваете, зафиксировали. Теперь в эту же самую дырку, туда же вы просовываете еще раз, вытаскиваете и провязываете. Набираете 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Смотрите, то, что на крючке, это не петля. Вот косичка. 1, 2, 3. Это 3 петли. Нам нужна вот эта третья косичка. Мы будем провязывать сейчас в нее. Делаем накид. Засовываем в эту третью косичку, которую отсчитали. Вытаскиваем. У вас на крючке 3. Мы провязываем первые 2. Дальше опять накид в то же самое место. Засовываем, вытаскиваем и провязываем вот эти первые 2. И делаем сейчас то же самое третий раз. Накид в эту же дырочку, засовываем, вытаскиваем, накид и провязываем первые 2. Теперь берем и провязываем их все вместе. Дальше набираем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вот сюда, вот в эту дырочку мы провязываем также 3 раза. Накид, вытащили, первые 2. Накид, вытащили, первые 2. Накид, вытащили, первые 2. У вас на крючке остается 4. Вы делаете накид, провязываете их. Дальше смотрите, вот у вас дырка большая, но вам нужно не в дырку, а вот видите, вот эта палочка от дырочки, вот слева. Косичка из 3 же состоит петель, сзади там 3 есть еще.
Я к чему это говорю? Вот тут как бы коса у вас сбоку будет, вы должны между нее просунуть и потом захватить вот эту вот еще. И у вас получится сзади останется одна перекладинка, а спереди две. Вы берете, просовываете нитку там и просовываете нитку здесь. Просунули, наклоняете сюда на себя ее и в следующую косичку заводите крючок, вытаскиваете и провязываете. Дальше, сколько у вас будет между пупырышками, вы решаете сами. Вы там просто вытаскиваете вот так вот и провязываете. На каком они расстоянии будут, ну, придумывайте, как хотите. Сейчас еще раз покажу, как вязать пупырышку, и дальше вы уже вяжете сами. Вот, допустим, здесь я хочу ее начать. Но вы запомните, сколько у вас, вот посчитайте, вот у вас раз соединилось, 2, 3, 4, 5, на 5 опять я вяжу. Вы, значит, также делаете по кругу. Единственное, что надо так просчитать, чтобы у вас вот тут началось, и если по 5, 5, и вот это начало 6. То есть, если по 6 у вас, получается, на один сет идет, то надо просчитать, чтобы верхушка сюда сошла же так же. Чтобы тут не было, что вот здесь помпон, а тут дырка. Ну, либо там почаще сделайте. В общем, поняли, да, суть? 3 воздушные. Раз, два, три. Вот 3 косички. Раз, два, три. В третью косичку мы вяжем накид, засовываем, вытаскиваем через 2. 2 на крючке, накид, в ту же дырочку засунули, вытащили, через 2 первые. На крючке 3 уже. Накид, в ту же дырку засунули, вытащили, через 2. На крючке 4 берете, все их вместе провязываете. Набираете 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вот в эту дырочку накид, через 2. Накид, через 2. Накид, через 2. На крючке у вас 4. Провязали их вместе. Здесь находите вот эта дырочка, которая вам нужна. Вот первая палочка, вот вторая. Тут получается, видите, как бы косичка. Вы между косички просовываете первую, взяли, и просто вторую забираете. На себя. Что еще важно? Вот эту наклоняете на себя, закрываете. Вытащили там. Вытащили тут. На себя опять наклонили и провязываем дальше. 1, 2, 3, 4, 5. И начинаю здесь следующий бомбончик. Давайте продолжаем, довязываем и смотрим, что у нас получилось. Смотрите, получилось идеально. Если делать по 5, то у меня прям остается вот здесь 2 петли. Здесь я начинаю делать шарик, и здесь я его заканчиваю, и все, это конец сумки. Вот, начинается шарик. Первая петля он начался, вторая петля он закрепился. Потом это как бы, ну, один, считается 1, 2, 3, 4. И на 5-й петле опять начался шарик. И вот если так делать, вот видите, допустим, вот как здесь было, да? Вот шарик у меня начался, вот он закончился здесь у меня, да? Я его закрепила, это 1 типа. 1, 2, 3, 4. Сейчас я провяжу вот тут 5. У меня опять тут начнется шарик, и вот тут я его закреплю. И тогда все прям 1 к 1 сходится по краям. Девочки, это такой отвал всего. Я вообще сейчас кайфую. Она мне так сильно нравится. В общем, на данный момент это любимая сумка моя из всех, что я когда-либо вязала. Я очень довольна. В общем, присылайте мне в Телеграм, что у вас получилось, либо в Инстаграм, что у вас получилось. Нет, в Телеграм просто присылайте, чтобы все посмотрели, а в Инстаграме лучше выкладывайте в сторис и отмечайте, чтобы я могла сделать репост, и тоже все посмотрели, что у вас получилось. До новых наших творческих шикарных встреч. Пока-пока.